Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре компактный, современный и ультратонкий, насколько это может быть при такой диагонали, Acer Aspire 3. Если вы прямо сейчас ищете себе недорогого, надежного помощника, я не знаю, там для офисных задач, для учебы, да даже для дома, я не знаю, фильмы посмотреть, созвониться в зуме, что-то минимально пофотошопить, то вполне может быть, что именно он вам подойдет. Ценник тут максимально лояльный, стартует комплектации от примерно $400, и в этом обзоре я поделюсь своими впечатлениями от использования, поделюсь, конечно же, тестами, которые я на нем делал, ну и, естественно, расскажу про все характеристики и нюансы. Но чтобы я понимал, что это вам действительно полезно, обязательно поставьте прямо сейчас лайк. Не нужно это оттягивать, прямо сейчас нажмите. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать обзоры на новинки. И теперь уже поехали. Итак, первое впечатление. Сказать откровенно, выглядит он весьма незатейливо. Серебристый корпус, немножечко тут скругленные углы, и причем то же самое у нас и внутри. Корпус серебристый, клавиатура черная, тачпад среднего размера. Все, знаете, вот как-то сильно стандартизировано, но в то же время я не могу сказать, что это прям плохо. Потому что хоть здесь и нет каких-то дизайнерских супер наворотов, нету RGB подсветки, которая бы там сияла в разные стороны, но все это сделано добротно. Рамки здесь достаточно тонкие, как для бюджетного варианта. На корпусе практически не остаются отпечатки пальцев, как внутри, так и снаружи. Причем даже если их пытаться оставить. Тачпад здесь приятный и отзывчивый. Ну и ко всему прочему, здесь у нас есть полноразмерная клавиатура. Пусть она и немножечко уменьшенного размера, потому давайте обо всем по порядку. Корпус здесь изготовлен из пластика, стилизированного под металл. И вот единственные дизайнерские супер решения — это логотип производителя на крышке ноутбука и название Aspire сзади. Тест на MacBook, как вы уже видели, устройство проходит уверенно. И когда, кстати, он открывается, то нижняя часть немножечко приподнимается. Пусть это, конечно, не инновационное решение, но работает ведь хорошо. В таком случае пространство для забора воздуха становится немножко больше. Он забирается через вот эти вентиляционные отверстия. И, соответственно, ноутбук, во-первых, охлаждается лучше, а как следствие он работает более стабильно. Здесь же снизу у нас разместилось 4 прорезиненные ножки и 2 динамика, которые так слегка направлены на пользователя, чтобы создавать эффект стерео, когда вы там слушаете музычку, например, или смотрите фильм. Сразу, конечно, скажу, что не стоит там ожидать какого-то фантастического звука, это все-таки ноутбук, но для просмотра того же ютубчика то хватает с головой. Клавиатура. Не обращайте внимания, что у меня здесь нету сейчас кириллицы, потому что это сэмпл, но что бы хотел от себя лично сказать, что мне немножко не хватало подсветки клавиатуры. Это, безусловно, в положительную сторону влияет на стоимость нашего конечного устройства, но стоит ли конкретно на этом экономить, я не уверен. Интересно почитать ваше мнение, делитесь в комментариях. И, кстати, если у вас остаются какие-либо вопросы по ноутбуку, можете задавать прямо там же, в комментариях, я стараюсь на все отвечать. Возвращаясь к клавиатуре, хочу обратить внимание, что здесь одноуровневый Enter, стрелочки небольшого размера, но в то же время удобные. Приятно то, что здесь у нас широкие шрифты, и несмотря на всю вот эту компактность цифрового блока, им все-таки удобно пользоваться. Кстати, после того, как я тестировал 60% клавиатуру, обзор, который здесь есть, и в описании, я вообще стал редко пользоваться цифровым блоком. Что по прогибу? Он есть, он минимальный, и он связан скорее с общей конструкцией ноута, а именно то, что у нас все-таки вот эта часть задняя немножечко приподнимается. Критично ли это при использовании? Нет. Но решил рассказать, чтобы обзор был, знаете, максимально честным. Тачпад здесь смещен немножечко в левую сторону. Он такого же серого цвета, как у нас и весь остальной корпус. И единственная придирка к нему, что вот лично мне хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть тише, когда мы нажимаем на вот эти кнопки. В остальном же он приятно гладкий, палец по нему скользит весьма точно, так что общее впечатление скорее положительное. Дисплей здесь у нас LCD, экран матовый, подсвечивается он с помощью технологии LED, размер диагонали здесь 15,6 дюймов и оптимальное разрешение для такой диагонали здесь Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей, и я уверен, что здесь больше просто и не нужно. Рамки, как я ранее говорил, достаточно тонкие, особенно слева и справа. Снизу у нас разместился логотип, а сверху рамка чуть-чуть шире, потому что здесь
здесь установлена вебка. Кстати, веб-камера снимает вот таким вот образом. И примерно так она записывает звук с внутреннего микрофона. Мне кажется, что для конференции, для общения этого всего хватает. По сторонам у нас здесь разместились следующие порты. Вначале у нас идет слева разъем для питания, порт Ethernet, две USB-шки 3.0 и есть еще HDMI. С правой стороны у нас здесь есть замок Kensington, еще одна USB-шка, но это уже 2.0 и комбинированный аудиоразъем. Что по поводу характеристик, то конкретно у меня это Intel Celeron N4500 двухъядерный с тактовой частотой 1,12 ГГц. Оперативки здесь 8 ГБ DDR4 и можно расширить до 16 ГБ. NVMe SSD на 128 ГБ и есть возможность установить до 1 ТБ и жесткий диск на 500 ГБ. Результаты теста вы видите сейчас на экране. Очень сбалансированная сборка получилась у Acer. Понятно, что это не устройство там для гейминга или чтобы там монтировать видео, но вот поработать с документами, посерфить в браузере, глянуть сериальчик, его хватает за глаза. Кстати, что по поводу батареи, то его хватает примерно на 5-7 часов, в зависимости, конечно, от того, как его загружать. Батарея установлена на 36 Вт-час. Вот если прям не выпускать из рук и загружать по максимуму, то хватает примерно на 4 часа. Если бы мне сказали, опиши ноутбук в 2 словах, я бы сказал простой и надежный. Ну и главное, полностью отвечает соотношению цена-качество, когда вы не переплачиваете за какие-то там дополнительные функции, которыми вы в принципе не пользуетесь. Когда вы не переплачиваете за какие-то супер дизайнерские решения, которые вам, возможно, и не нужны. Вот если нужна, как говорится, рабочая лошадка и бюджет у вас ограничен, то я крайне рекомендую присмотреться к Acer Aspire 3. К тому же он весит немного, где-то 1750 грамм, а значит его легко можно брать с собой на работу, на учебу. Благодаря тонкому корпусу он легко поместится в абсолютно любом рюкзаке. Простые программы тянет уверенно, даже в какие-то там простенькие игрушки можно легко поиграть. Я надеюсь, что рассказал вам максимально подробно и будет очень приятно, если вы поставите лайк за старание, а еще приятнее, если подпишетесь на канал. Я тут стараюсь регулярно выпускать обзоры на разные интересные новинки. С вами был Сева Приходько. Если остались какие-то вопросы, то с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Ну и как всегда, скоро увидимся.